Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы отправимся на поиски приключений в самые труднодоступные форты мира. Эти сооружения не только поражают своим архитектурным мастерством, но и хранят в себе множество историй, связанных с военной стратегией, защитой территорий и борьбой за независимость. Представьте себе, как вы стоите на вершине утесов, окруженных бушующими морскими волнами, или же блуждаете по узким проходам старинной крепости, где каждый камень помнит о сражениях и осадах. В этом видео вы откроете для себя новые страницы мировой истории и увидите форты Читаргарх, Сан-Филиппо-дель-Моро, Самптер и даже знаменитый Форт Боярд. Готовы расширить свой кругозор и узнать о том, почему эти форты до сих пор остаются символами силы и стойкости. Но перед этим не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. А теперь поехали! Форт – это отдельное или входящее в систему крепостных сооружений укрепление, способное к самостоятельной обороне. Само слово «укрепление», «крепость» или «форт» происходит от латинского «fortis» – «сильный» и «facere» – «делать». Форты с давних времен служили для защиты и укрытия от вражеских нападений. В мирное время великие и неприступные крепости потеряли свою актуальность, но они остались хранителями истории и памяти о подвигах, победах и поражениях. Форт Читаргарх, Индия. Массивная крепость расположена на высоком холме в индийском штате Раджастан. Форт Читаргарх был построен в VII веке, и он очень долго служил главной резиденцией меварских правителей рода Сисодия. Форт был искусно высечен из скалистого плато, на котором он стоит, и его конструкция была укреплена каменными кирпичами, чтобы выдерживать длительные осады. В частности, он оснащен внушительными воротами, грозными стенами и передовой системой постоянного водоснабжения его защитников. Форт Читаргарх был всегда очень желанной добычей для великих моголов. За всю историю Читаргарх трижды осаждался армиями мусульманских завоевателей. В 1303 году армией делийского султана Алауддина, в 1534-1535 годах войсками гуджаратского султана Бахадур-шаха и, наконец, в 1567-1568 годах армией Акбара Великого. Причем в каждом из трех случаев защитники города предпочли смерть для себя и самосожжение – джаухар – для членов своих семей. Так враги каждый раз оставались ни с чем. В современной Читаргахе мало что напоминает о героическом и трагическом прошлом. Сейчас здесь царит мир и спокойствие. Форт Боярд, Франция. Легендарная крепость Форт Боярд представляет собой величественный каменный корабль из гранита и известняка с длиной 68 метров, шириной 31 метр и высотой 20 метров. Неприступный форт был построен в XIX веке в проливе Антиош между островами Ильдекс и Алерон. Автор этого грандиозного проекта – талантливый военный архитектор Вобан. Форт возводился для укрепления обороны Франции. Крепость позволяла держать осаду 2 месяца. Для этого внутри форта были оборудованы резервуары с водой, склады с порохом и боеприпасами. Но к моменту завершения строительства крепость стала ненужной, ведь появилось дальнобойное оружие, которое с берега полностью перекрывало пролив. Так форт превратился в тюрьму. Во время Второй мировой войны немцы использовали Боярд для учебных стрельб, чем нанесли ему большой ущерб. В течение последующих 20 лет форт оставался в полном запустении и постепенно разрушался. И только под конец 20 века, благодаря одноименной популярной телевизионной передаче «Форт Боярд», обрел славу вновь. Форт Агуада, Индия. Теперь давайте снова вернемся в Индию, а именно в Гоа. Красочный штат-курорт на юго-западном побережье страны. Здесь в 1612 году на окраине пляжа Кандалим у места впадения реки Мандови в Аравийское море был построен форт Агуада. Форт был возведен для защиты Гоа от вторжения голландских захватчиков и войск. Когда-то он был одним из самых важных морских оборонительных сооружений. Форт состоит из нескольких зданий, расположенных полукругом на краю холма. Неприступные стены, окруженные рвом, скрывают большой внутренний двор, где расположен один из самых интересных объектов крепости – старый маяк. К сожалению, уже не действующий. Название Агуада произошло от пресноводного источника.
который обеспечивал форт питьевой водой. Сюда регулярно заходили португальские корабли, чтобы пополнить запасы пресной воды после морского перехода. Позже форт Агуада был перепрофилирован для использования в качестве тюрьмы, и часть его помещений даже сейчас используется для пребывания заключенных. В то же время другая часть форта доступна для туристов. Форт Карре, Франция. История форта Карре начинается в XVI веке, когда город Антиб, тогда известный как Антиполис, занимал стратегически важное положение. В 1550 году при Генрихе II начала строиться центральная башня. Затем к ней были пристроены 4 стреловидные бастиона, которые назывались Антиб, Франция, Корсика и Ницца, а здание обрело вид четырехконечной звезды. Крепость получилась очень мощной и надежной для своего времени. Стратегическое расположение форта и его крепкие оборонительные сооружения подтвердили свою ценность во время различных конфликтов, включая войну австрийского наследия 1740-1748 годов и французские революционные войны с 1792 по 1802. А затем форт Карре был тюрьмой, где содержались политические заключенные и те, кого считали врагами государства. В этой крепости с 1794 года был временно заключен сам Наполеон Бонапарт за подозрения в королевских симпатиях. В 20 веке значимость форта уменьшилась, и он в конечном итоге был выведен из эксплуатации. Тем не менее, его историческая и архитектурная ценность осталась неопровержимой. Форт Сан-Марсело, Бразилия. Вырвав Сальвадор из лап голландцев в начале 17 века, португальцы поняли, что город нужно серьезно укреплять. Тогда и была построена главная местная крепость – форт Сан-Марсело. Сооружение идеально круглой формы расположено на небольшом острове в бухте Всех Святых в 300 метрах от берега. Для повышения обороноспособности форта его окружили дополнительными укреплениями из рифов и камней, а стены самого сооружения достигали высоты около 4 метров. Форт стал неприступным и защищал город от вторжения голландцев и пиратов долгие годы. В XIX веке форт Сан-Марсело не раз участвовал в политических конфликтах Сальвадора, а в 1823 году стал убежищем для повстанцев, участвующих в борьбе за независимость Бразилии. В XX веке какое-то время форт был тюрьмой для политических преступников. Сегодня внутри форта находится музей, где можно узнать больше о его истории и роли в защите города. Форт Сан-Филиппе-дель-Морро, Пуэрто-Рико. Крепость расположена в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. Она была построена по приказу испанского короля Карла V в конце 1530-х годов. Форт был возведен на скалистом мысе у входа в гавань Сан-Хуан и служил для защиты города и всего Пуэрто-Рико от нападений со стороны моря. Вплоть до 1787 года крепость неоднократно перестраивалась и расширялась. В результате модификации форт Эль-Морро стал шестиуровневым фортификационным сооружением с мощными стенами высотой 44 метра и толщиной 5,5 метров. В крепости были построены маяк, часовня, казармы, подземелья, склады, пушечные батареи и разветвлена система подземных тоннелей. Он был по-настоящему неприступным, его стены не могли одолеть ни голландцы, ни французы. Во время Первой и Второй мировых войн форт служил форпостом американских ВМС. В 1960-х армия США покинула Пуэрто-Рико, и Сан-Филиппе-дель-Морро стал частью Национального исторического музея. В 1983 году он был внесен в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. Форт Буртанж, Нидерланды. Это форт в виде звезды в провинции Гронинген. Он был основан в XVI веке во время 80-летней войны, борьба Нидерландов с Испанией за независимость. Эта крепость была единственной, которую не смогли взять приступом за весь период войны. Форт Буртанж был возведен на болотистой местности и прикрывал единственную дорогу из Германии в город Гронинген. Крепость относится к бастионной системе укреплений, пришедшей на смену средневековым рыцарским замкам. Высокие каменные стены классических средневековых замков легко разносились артиллерией, поэтому стены стали строить ниже и толще. Дополнительно ее окружали несколькими линиями рвов, заполненных водой, а необычная форма звезды не только отражала популярную в то время архитектурную идею, но и способствовала более полному простреливанию пространства перед башнями. В настоящее время крепость играет роль музея под открытым небом,
а также место проведения международных фестивалей по исторической реконструкции. Форт Даулатабад или форт Девагири, Индия. Все-таки Индия уверенно может стать лидером по количеству самых неприступных фортов. Возьмем, к примеру, город Даулатабад с гигантским фортом на холме. Его стоит посетить, если вы будете в этом регионе. Форт Даулатабад, известный также под именем форт Девагири, это старое название города. Он стоит на вершине конического холма, доминирует над окружающей местностью. Неприступный бастион объединил природный рельеф и продуманный дизайн так, что его невозможно было преодолеть. Во время военных действий, а не в результате политических уступок, форт был взят только однажды – моголами. Чтобы повысить обороноспособность форта, вход в который стал доступным лишь по узкому мосту и высеченной в камне галерее, было приказано сбить пологие склоны. Помимо неприступного холма и нескольких крепостных стен, цитадель Даулатабад охраняли настоящие крокодилы. Опасных рептилий массово запустили в водяной ров, который огибает холм. Ширина его, кстати, 16 метров. Крокодилы до наших времен не дожили. А форт Девагири возвышается над развалинами укрепленного средневекового города до сих пор. Да и испытание временем форт отлично выдерживает с XII века. Форт Самтер, США. Форт расположен в Соединенных Штатах Америки в штате Южная Каролина. Он был построен в первой половине XIX века для защиты порта и города Чарльстона. И именно с этого места началась гражданская война в США. 12 апреля 1861 года произошло сражение за форт Самтер, открывшее четырехлетнюю историю американской гражданской войны. Артиллерийская перестрелка между этим фортом, принадлежавшим правительству США, и батареями повстанцев-конфедератов велась 34 часа. Защитники укрепления находились внутри мощных каменных казематов, и потому среди них никто не погиб. Лишь 5 солдат получили ранения и контузии. Исчерпав все возможности к сопротивлению, северяне отступили, и форт Самтер заняли южане. Форт оставался в руках конфедератов почти до конца войны. Война завершилась победой Северных Штатов, отменой рабства и установлением капиталистической системы отношений во всей стране. В 1948 году форт был объявлен национальным памятником США. Сегодня посетители могут прогуляться по историческим бастионам форта Самтер, ощутив атмосферу времен, когда судьба нации висела на волоске. Форт No Man's Land, Великобритания. Этот остров имеет рукотворную природу. Его отстроили специально для крепости. No Man's Land форт расположен в 1,5 километрах от Портсмута. Он появился между 1861 и 1880 годами, и на нем размещался форт с 80 солдатами для защиты побережья Великобритании от нападения французов. Фундамент острова состоит из огромных гранитных блоков, которые доставлялись на место специальными баржами. Форт получился достойным. Территория охватывает 200 метров в диаметре, стена 18 метров в высоту. Если прибавить к этим неплохим показателям 49 пушек, прочнейший гранитный фундамент и маяк, то сомнений в его защищенности не остается. До 1957 года захватывающий военно-морской флот No Man's Land использовался по своему прямому назначению. В 2015 году он превратился в роскошный неприступный отель, добраться до которого можно только на лодке или на вертолете. Бывшие оборонительные укрепления обзавелись спа-центром, баром на крыше, площадкой для приема солнечных ванн и даже кабаре. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. И не забудьте поделиться в комментариях, какой форт из нашего видео произвел на вас самое яркое впечатление.